Представьте, вы подходите к старой английской церкви. Башня, витражи, каменные стены. Открываете дверь, а там вместо скамеек бассейн. Как такое вообще возможно? Здравствуйте, друзья! Меня зовут Галина. Вы на канале Англия в деталях. И сегодня мы попробуем разобраться, что происходит с английской церковью, если в нее перестают ходить люди. В Англии церквей не просто много. Их необычайно много для такой небольшой страны. Конечно, речь идет не только об англиканской церкви. Здесь есть католические, баптистские, методистские, православные и другие христианские церкви. И поэтому, путешествуя по Англии, создается впечатление, что здесь церкви буквально за каждым поворотом. Но за этой привычной картиной скрывается проблема, о которой многие даже не догадываются. Сегодня все больше английских церквей задаются одним и тем же вопросом. Как выжить? Почему некоторые церкви сегодня закрываются? Самый очевидный ответ – прихожан стало меньше. Конечно, это не означает, что английские церкви внезапно опустели. Но число людей, регулярно участвующих в церковной жизни, стало значительно меньше, чем в те времена, когда создавалась огромная сеть английских приходов. А вместе с этим и ослабевает поддержка самой церкви. Ведь прихожане нужны не только для того, чтобы заполнить скамьи. Именно местная община собирает пожертвования, организует мероприятия и помогает поддерживать жизнь прихода. Многие английские церкви – это не современные здания, а исторические постройки, многим из которых сотни лет. И понятно, что чем старше такое здание, тем дороже обходится его содержание. Тогда как людей, готовых помогать, становится меньше. Что же происходит, когда приходу становится не под силу содержать такую церковь? Многие представляют, что церковь просто закрывают. Но прежде чем принять решение о закрытии, обычно пытаются использовать другие способы сохранить церковь. Например, несколько соседних приходов могут объединить. Один священник начинает проводить службы сразу в нескольких деревнях, а сами церкви используются не только для богослужения, но и для различных мероприятий, которые помогают собрать средства на их содержание и привлечь людей. Один из таких известных примеров – церковь Сент-Джон энд Хакни в Лондоне. Здесь по-прежнему происходит богослужение, но одновременно церковь давно стала одной из известных концертных площадок города. Здесь выступают музыканты, проходят фестивали, выставки и другие культурные события. Кстати, совсем недавно я сама была на концерте в одной из английских церквей. Там звучала виолончель, исполняли произведения Баха. После концерта зрителям предложили оставить добровольные пожертвования. При этом сразу объяснили, что половина денег пойдет на содержание церкви, а вторая половина – артистки. Для многих английских церквей такие мероприятия – один из реальных способов сохранить историческое здание. И только если становится понятно, что сохранить церковь как действующий приход невозможно, начинается официальная процедура ее закрытия. После этой процедуры здание перестает использоваться для регулярных богослужений. Если церковь не представляет собой исторической ценности, то теоретически ее могут снести. Но на практике снос происходит довольно редко. Многие английские церкви имеют статус памятника архитектуры и находятся под юридической охраной. Но если снести нельзя, а содержать уже некому, что тогда с ней делать? В таких случаях историческим зданиям стараются найти другое применение. После закрытия их нередко продают новым владельцам или передают организациям, готовым использовать их для других целей. Сегодня в Англии бывшие церкви становятся библиотеками, концертными залами, общественными центрами, ресторанами и пабами. Конечно, далеко не каждую церковь можно перестроить так, как хотел бы владелец. Если здание имеет статус памятника архитектуры, то многие его элементы должны быть сохранены. Один из таких примеров находится в Ливерпуле.
Бывшую католическую церковь Святого Петра в 2005 году превратили в ресторан и бар Альма де Куба. Сегодня здесь работает уже другое заведение – Сент-Питерс Таверн. Но назначение здания осталось прежним. Внутри сохранились витражи, высокие своды и бывшая алтарная часть. А вместо церковной скамеи появились столики и барная стойка. Но иногда бывшая церковь превращается не в место, куда приходят люди на несколько часов, а в место, где живут каждый день. Сегодня в Англии можно встретить немало бывших церквей, перестроенных в обычные дома и элитные квартиры. Снаружи они нередко выглядят так, как 100 или 200 лет назад. Но стоит открыть дверь, и внутри оказывается обычный дом, где люди готовят ужин, отдыхают после работы и принимают гостей. Представьте, гостиные, каменные своды, в спальне старинный витраж, а за окном старое церковное кладбище. И это не декорации к фильму. Это самый настоящий дом, который можно купить. Но и это еще не предел. Если вам интересна Англия не по открыткам, а через такие живые детали, подписывайтесь на канал. Так во что же еще может превратиться бывшая церковь? Одним из самых необычных примеров стала бывшая церковь Святого Бенедикта в Манчестере. В 2005 году здесь открылся скалодром, который проработал почти 20 лет. В 2025 году его закрыли, но он успел стать одним из самых известных примеров необычного использования бывшей церкви. И это далеко не единственный подобный проект. Например, в Бристоле бывшая церковь Святой Вербурги тоже уже много лет работает как скалодром. А еще в том же самом Бристоле бывшая церковь Святого Павла сегодня стала домом для школы современного циркового искусства. Под сводами, где когда-то проходили богослужения, сегодня тренируются воздушные гимнасты, акробаты и артисты на трапециях. Но, пожалуй, самый неожиданный пример находится в Лондоне, на территории жилого комплекса Рептон Парк. Здесь бывшую часовню превратили в современный спортивно-оздоровительный клуб с бассейном. Снаружи здание почти не изменилось. Все та же викторианская часовня, которую легко принять за действующую церковь. Но стоит открыть дверь, и 24-метровый бассейн расположен там, где когда-то проходил центральный проход часовни. А бывшую исповедальню превратили в сауну. При этом сохранились готические арки, витражи, деревянные своды и многие другие исторические детали. Но далеко не все подобные проекты воспринимаются одинаково. Иногда споры вокруг бывших церквей накаляются. Именно так произошло с церковью Святого Марка в лондонском районе Мейфэр. В середине 2000-х предприниматель Джордж Хаммер предложил превратить ее в оздоровительный спа-центр с бассейном и сок-баром. По его словам, только такой проект мог спасти историческое здание, находящееся под угрозой разрушения. Но прихожане и многие местные жители были категорически против. Они считали, что церковь должна остаться местом общественной духовной жизни. Разразился настоящий скандал. Против проекта выступили также и защитники исторического наследия. На заседание комитета по планированию Вестминстерского совета пришли протестующие в красных бейсболках с надписью «Спасите церковь Святого Марка». Когда проект был единогласно отклонен, зал взорвался аплодисментами, а люди подбрасывали бейсболки в воздух. На первый взгляд, кажется, протестующие победили. Проект со спа, бассейном и сок-баром действительно отклонили. Но история на этом не закончилась. Спустя несколько лет здание все же перестало использоваться религиозной общиной и получило новое назначение. Сегодня здесь работает большой гастрономический рынок – Меркато Мейфэр. Внутри сохранились высокие своды, колонны и многие архитектурные детали. Сегодня здесь не проходит богослужение. Сюда приходят выпить кофе, пообедать или встретиться с друзьями. А вы хотели бы жить в бывшей церкви? Или, может быть, попариться в бывшей исповедальне?